Здравствуйте, 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 мои дорогие друзья, с вами Светлана, и мы продолжаем распаковку. Как и обещала, эти все сосульки размотала. Вот. Ну, такие сосульки у меня уже были, я раньше их показывала. Не будем, как говорится, заострять на них внимание. Еще вот сняла там пленку вот с этого колокольчика. И где-то у меня, я не знаю, в этой посылке или в последующей, придут колокольчики в оригинальной упаковке. Колокольчик-то звенит. Нажимайте колокольчик, если вы подписаны, чтобы ничего. Такой нежный звон. Вот такой вот роскошный. Один. Второй. Сразу же видно, что это будет розовый колокольчик. Сейчас посмотрим. Вот он, красавец. Один и второй. Смотрите, вот с этой фосфорной краской. Интересно, вот будут ли они действительно светиться в темноте? У меня есть несколько игрушек с фосфорным окрасом, шары, но они у меня в темноте не светятся. Краска утеряла свои свойства. Может быть, вот здесь и на тех вот других сосульках, что я открывала, помните, с фосфорной краской. Может, там что-нибудь будет светиться. А здесь что? Наверное, какой-то стеклярус. Так, осторожно. А, да. Это стеклярус, такая вот корзинка. Но это стеклярус, друзья, не советский, а старый чешский стеклярус. Вот такая вот корзинка с перцами. Мне кажется, их было две. Посмотрим. Может, не кажется. Но редкая игрушка, потому что это Чехия. Корзинка с перцем. Так, и хочу вам показать. Очень много печатной продукции. Вот купила такой набор. Уральские сказы Бажова. И здесь находятся открытки. Каким сказкам? Вот есть перечень. Золотой волос, ключ земли, Ермаковы лебеди, серебряная копытца. Это для меня было очень важно. Вот к набору игрушек серии серебряная копытца. Жабриев ходок, Синюшин колодец, та-та-та. И было это издано, друзья, в 1961 году, вот 27 января 1961 года. Очень маленький тираж, только 500 тысяч, цена 16 копеек. И вот посмотрите, какие здесь прекрасные открытки, иллюстрации к сказкам Бажова. Все, конечно же, узнают, какой именно, где сказки, та или иная открытка, иллюстрация, вот как малахитовые шкатулки, правда? Какая красота. Вот так вот читать ребенку сказку, показывать вот эти вот открытки и совмещать открытки с елочными игрушками. И так вот приобщать наших деток, наших внуков к прекрасному. Я думаю, это очень хороший способ. Посмотрели. Ну а теперь хочется вот к этой коробке перейти. Открываем. И что я смотрю? Печатная продукция не заканчивается. Будем смотреть дальше, что у нас. Это, я подозреваю, опять море сосулек. Наверное, сделаем по тому же способу. Я их разверну и вам просто покажу. А вот это вот меня интересует коробочка. И вот эти вот какие-то мелкие, очень мелкие. Сейчас все я достала. Я теперь уже проверяю. Так, коробку на пол. После того, как вы знаете, что я чуть не выбросила 4 набора винтажных флажков, все, я теперь каждую бумажечку... А, вот еще что я развернула. Вот такой вот баклажан. Ну и, конечно, все сразу же увидели, что он прозрачный. Он даже не полупрозрачный, а прозрачный. Такого красавца у меня в коллекции
не было. Разный есть окрас. Но такой прелести прелестной не было. Теперь есть. Так, коробочка. А может это как раз те колокольчики в оригинальной упаковке? Сейчас посмотрим. Сейчас узнаем. Да, это, наверное, они. Так, рассматриваем вначале коробку. Что здесь написано? Управление полиграфической промышленности и культ товаров Мосгорисполкома, завод стеклянных оптических игрушек, набор украшений колокольчики. Цена 4 рубля. Вот, как это называется? Ну, вы поняли. Вылетело слово из головы. А какой же артикул? Это что, год производства 60-й? Скорее всего, да. Ну и давайте откроем этот раритетик. Подчеркиваю, для любого коллекционера игрушки в оригинальной упаковке. Это, друзья, раритетик. Достанем этот раритетик. Тут вот у кого я покупала. Смотрите, как интересно складывается коробка. Смотрите, вот так. Как-то вот так. И вот так она закрывается. И вот здесь вот эти вот 3 колокольчика. У меня такие колокольчики вот с таким узором. Так, ножницы, помощь. Так, я сейчас нажму паузу, их открою и вернусь к вам. Ой, друзья, ну пауза просто спасает. Трудно было распаковать эти колокольчики. Вот первый. Что-то ко мне приклеилось. Одну секунду. Эти колокольчики есть в каталоге. Смотрите, бинтик и потом вот такой вот длинный стеклянный язычок. И звучит он звонко-звонко. Так вот, эти колокольчики, вот этот уж точно, они представлены в каталоге советской елочной игрушки. Но там в каталоге, дружочки, нет чего? Упаковки оригинальной. И теперь вот благодаря вот этому моему приобретению, коллекционеры, у которых дома находятся вот такие вот колокольчики, такие вот красавчики, вот с такими язычками. Посмотрите, какие они прекрасные. Теперь, благодаря вот этому моему приобретению, все дружочки будут знать, как их колокольчики были упакованы и какая фабрика их производила. Если тут еще какие-то опознавательные знаки. Нет, больше нет. Здесь, наверное, вот была еще пленочка. Вот так вот друг у дружки что-то узнаем, чему-то, друзья, учимся. А что вот это такая за мелюзга? Интересно мне знать, что это. Ну, совсем что-то, пленка везде ко мне тут прилипает. Что же это, что же такое масюненькое? Их должно быть несколько штук. Вот такие вот роскошные сливы. Посмотрите. Какая прелесть. Какая прелесть. Чудные эти сливы. Мне кажется, мне так кажется, я уже не помню, я говорю, давно я приобретала. А вот перед распаковкой табличку так и не зашла. Мне бы, конечно, вернулась память. А это вот такая вот... Нет, это такой маленький баклажан. Вот смотрите, где этот баклажан? Где он? Вот он. Вот нормальный баклажан. А вот такой вот меди, маленький баклажан. И такие сливы наверняка были покрупнее. И такие маленькие. Красота! Просто красота! Какая прелесть в этих простых игрушках. Ай, даже такое маленькое. Какой-то фрукт. Какая молодчинка, что не прошла мимо. Тоже, наверное, слива, но в другом окрасе. Сочетание матовой краски и вот такой вот амальгамы. Боже,
Какая я умничка, но не нарадуюсь, что не прошла мимо этой простоты и красоты. Так, это в сторону, мы не будем сейчас разворачивать сосульки. Я же хочу вам показать еще печатную продукцию. Ой-ой-ой-ой-ой, тут, наверное, груша. Что же это, дружочки? Да, я угадала. Какая же фабрика? Кто выпускал вот эту вот серию? Смотрите, вот небольших игрушек. И очень характерно, что вот игрушка амальгамная, а листья, вы заметили, листья матовые. Буду исследовать, буду узнавать. Разве что вы мне поможете. Может быть, кто-то уже знает ответ на этот вопрос. Кто же? И вот такая вот груша в другом окрасе. Какая я умничка. Ой, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит, что я не прошла мимо этих игрушек. Обычно как? Ой, груша. Сколько можно иметь этих груш? А вот такие, вот интересно. У кого есть такие вот? Они же маленькие. Это как бы не миниатюрки, не манюни. Вот. И не миди, чуть крупнее, чем миди. Удивительные игрушки. Удивительные. Радости-то радости. И вот, смотрите, 3 груши. Смогу ли я третью взять? Смогу. Я все смогу. В разном окрасе. Если золотистая более яркая, это бледненькая. А? Боже, какая я молодец. Что у нас там еще? Там чуть-чуть подольше камеру. Что-то еще из этой серии. Вот это я удачненько приобрела такое чудо чудненькое. Удачненько. А что здесь? Это, наверное, еще одна слива, да. Вот одна, вторая, третья. 3 сливы, значит, 3 груши. Один был маленький, вот, баклажан. Ну, наверное, это тоже будет баклажан. Значит, было 3. Всего по 3. Да, зеленый маленький баклажан. Обалдеть, какая красота, посмотрите. Значит, должен быть еще и 3. Тра-та-та. Я не могу, какая красота. Вай. Да, значит, это, друзья, был набор, я так подозреваю. Вот бы увидеть, как это было упаковано. 3, значит, баклажанчика, 3 сливы и 3 груши. Яркие какие, сочные, красавцы. Так, бумагу на пол. Давайте посмотрим хоть капельку, хоть чуть-чуть что-то из печатной продукции. Что у меня здесь? Что? Это, скорее всего, годовик. Годовиков я приобрела. Так. Годовик. И какой здесь год? 1960. Я сейчас вам отвечу. Значит так. Открытка была издана в каком году? Сейчас увидим. Год. Печати. Год. 62-й. Если открытка была издана 14 июля 62 года, значит, здесь у нас 63 открытки, где указан вот годовик с годом. Как же вам показать? Вот такие вот, видите, годовики. Вот 1960. Очень желанный всеми коллекционерами. И они намного дороже всех других открыток годовиков. Вот с Новым годом 1960 год. А что у меня здесь еще? А вот «Мир и счастье», годовик 1956 год. Я потом все эти открытки в хронологическом порядке размещу, да, вот там от 50-х и так далее. Вот 58-го года мне удалось, дружочки, приобрести очень даже
Вот я сейчас вам покажу, чтобы вы не скучали. Вот смотрите, годовик 1958 год. Дед Мороз молодому Новому году передает птицу мира. Подписано. 1958 год. Новый год, маленький мальчик. Вот еще годовиком называют вот просто, когда открытки, и на них вот маленький мальчик, это годовик, да? Вот, Дед Мороз и годовичок. Но главное, что вот в открытках годовиках, это когда есть вот именно дата, с каким годом было поздравление, открытки редкие. А что же у него здесь? Веселье, счастье, дружба, радость, здоровье, успехи в работе. А вот тут что? Заботу. Ну, в общем, самые-самые главные подарки на 1958 год. И вот открытка. Тоже годовик, 1958 год. Разные художники, разные авторы. Не все мне удалось купить подписанные, но вот есть и подписанные. На это все у нас, надеюсь, будет время, если я не психану и просто не закрою канал. Счастливый Новый год, 1958. И здесь счастливый Новый год, но здесь это не годовик, нет даты, а сама открытка была вообще без опознавательных знаков. Это, скорее всего, мне дали эту открыточку в подарок. Так, это мы открыли. Вот это я не помню. Давайте посмотрим. Тут еще масса всего. А это годовик. Какой год? 1989. Ну, конечно же, вот это вот началось. Год змеи, год дракона, неизвестно кого. Не нравится мне эта идея. Какое отношение мы имеем к китайскому Новому году? Непонятно. Ну, вот началась вот эта вот мода. Мне непонятная. А вот какая красавица. Это не годовик, но просто прекрасная открытка. Здесь вот елочные флажки. И вот такие же флажки есть у меня в коллекции. Я снимала видео и рассказывала, что вот каждый вот этот морской флажок значит, сколько труда я вложила в это видео. Боже, как вспомню, так и вздрогну. Все старалась для своих зрителей. Ну вот пока вот так, друзья. Нам хоть удалось чуть-чуть посмотреть печатно. Я все открыла. А может, и это еще откроем? А почему нет? Интересно же. Что здесь, что здесь? Это открытка. Просто необыкновенная. Выполнена в технике акварели. Эта художница, у нее очень драматичная, тяжелая судьба. Как она сохранила себя в те годы, я не знаю. Я вам обязательно расскажу о авторе этой открытки. У нее только две знаменитые новогодние открытки. Вот это вот со снегирьками, и вторая там тоже детки, и вот здесь воздушные шары. Вы заметили, как совершенно отличается как бы тематика, узор, я не знаю, как это правильно назвать, да, даже и техника исполнения, это акварель от всех других советских игрушек. Открытка подписана, что очень важно. Вот, и художник мысленно. Я углублялась в ее биографию. Обязательно, дружочки, читайте не только, вот прочитали мысленно, и все, и забыли. Обязательно находите в интернете информацию о авторах этих открыток, о их судьбе, потому что бывают такие судьбы. Вот судьба мысленной никого не оставит равнодушным. Хочу приобрести еще вот ту вторую открытку вот здесь с воздушными шарами. Ну а пока, друзья, пока буду готовить следующее видео. Пока!